Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня и отличного творческого настроения. Ну что, ребятушки, у нас сегодня новый мастер-класс. Сегодня мы с вами будем делать шкатулку, но не обычную классическую, там, квадратной формы, либо круглой, а сделаем мы ее очень-очень интересной формы. А как это сделать, я вам все покажу и расскажу. Поехали! Для работы нам с вами понадобятся бобины от скотча. У меня вот такие от малярного скотча. 2 бобинки по 5 сантиметров в высоту и 2 бобинки по 1,8. И понадобится нам картон. У меня вот такой трехслойный картон гофра 3 миллиметра толщиной. Если есть у вас больше, можете взять больше, разницы нет. Сейчас подвигаю камеру и приступаем к работе. Так, теперь поподробнее. Почему я взяла по 2 вот такие вот бобинки? Мне немножко не хватило высоты. То есть одна вот такая бобинка, ну, маловато мне будет для высоты. Поэтому я взяла еще одну. Если у кого-то есть такие длинные тубы, вот бывают намотанные клеенки, целлофан на строительных рынках, они бывают отдают такие тубы. Ну, мало ли, может, у кого-то есть. Вы можете нарезать себе уже из такой тубы. У меня нет, поэтому буду использовать такие. При сложении 2 бобинок у меня получилась высота 6,8. Вот здесь вот. Теперь мне нужно будет отрезать лишнее. Круглые мне не нужны. Я немножечко сейчас вот так вот линейкой отмерю, сколько мне нужно отрезать. И поотрезаю ненужное. Так, диаметр моих бобинок 8,2. Значит, отрезать я буду, вот я уже наметки сделала так, чтобы у меня вот здесь вот так вот 7 сантиметров оставалось. Отметки сделала. Теперь беру обычный нож строительный и отрезаю с одной стороны и с другой стороны. Вот что у нас должно остаться. Теперь беру этот отрезок и к остальным бобинкам всем приставляю вот так вот и помечаю. И отрезаю точно так же. По всем бобинкам теперь мы приставляем наш отрезок, чтобы у нас везде одинаковый был срез. Все, отрезала я лишнее от бобин. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно склеить между собой эти 2 половинки. Я склеивать буду с помощью термоклея. Вы можете склеить с помощью полимерного клея, либо клей ПВА, столярный, супер, что угодно. Универсальный клей строительный ПВА не подойдет сюда. Он не очень хорошо будет держать картон. Поэтому, если нет термоклея, то как вариант либо полимерный, либо столярный клей ПВА. Ну, может быть, клей Момент. Кристалл у вас есть, ну только не универсальный ПВА. Разогретым клеем наношу сверху слой клея и укладываю нашу вторую половинку ровненько наверх. Все равняем, придавливаем. Со второй половинкой делаю то же самое. Итак, склеили 2 половинки. Значит, в середине у нас будет тоже отсек в виде восьмиугольника. Я себе уже нарисовала примерный макетик, что я хочу видеть, со всеми размерами, со всеми высчетами. Вот он у меня. Сейчас я его поярче обведу фломастером, чтобы вам было видно, и поставлю все меточки, что я тут наразмечала. Показываю вам свои зарисовки. Вот так будет выглядеть шкатулка сверху. Вид сверху. Значит, вот здесь у нас 7 сантиметров. Вот. Вот эти стороны у нас будут по 6 сантиметров с 4 сторон. И передние наши планочки будут по 10 сантиметров. Значит, следующий шаг. Высота нашей бобинки 6,8 сантиметров. Вот так вот показываю. Высота 6,8. Это в моем случае. Вот так вот. Теперь, ребят, нам нужно будет создать каркас нашей середины шкатулки. Каким образом? Нам нужно будет сложить все наши стороны, и мы получим длину полностью нашей шкатулки. Тут у нас получается 4 по 6 сантиметров, это 24, 2 по 10, это 44, и 2 по 7 плюс 14 еще 58 сантиметров. Это длина
нашей площади. Теперь нам нужно будет с вами вырезать длинную полоску из картона длиной 58 сантиметров. Вот она. Ширина этой полоски будет зависеть от высоты ваших боковых вот этих вот полукруглых стенок. То есть у меня 6,8, значит я ширину этой полоски буду делать 6,8. Если у вас больше или меньше, вы ориентируетесь на вашу высоту. Итак, я начертила уже полоску, разметила все. Вот она. Показываю. Вот так, чтобы вам было понятно. Длина 58 сантиметров. Вот она. Ширина нашей полоски 6,8. Это высота нашей бобины. 6,8, 58. И дальше я пошла отмерять, как у нас идет. Вот отсюда 7 сантиметров, дальше 6 сантиметров, дальше 10, опять 6, 7, 6, 10 и заканчиваем 6. Все, вот это все я отмерила и отрисовала. Теперь будем вырезать. Вырезаем пока вот так вот полоску полностью. Вырезать буду с помощью железной линейки и строительного ножа. Ребят, ножницами не режьте. Почему в этом случае лучше резать именно строительным ножом? При резе ножницами наш картон, гофрокартон, он сминается, и мы теряем объем по нашим краям. Поэтому резать лучше именно строительным ножиком. Итак, все, отрезала я нашу полоску. Теперь нам нужно будет эту полоску порезать поперек, вот так вот. Но резать мы ее будем не до конца. То есть прорезаем только верхний слой нашей полоски. Показываю вам аккуратно, никуда не торопимся. Приставляем линейку ровненько и начинаем прорезать. Вот так вот слегка раз, раз. Вот, чтобы нижний слой у нас был не прорезан, только верхний слой. И сейчас вот так вот все полосочки я прорежу, только верхний слой. Все, ребят, прорезала все наши поперечные отметки. Теперь складываем, надо будет склеить. Вот что у нас с вами получилось, это наша середина. Нам нужно будет сейчас ее склеить. Беру скотч и скотчем соединяю, а изнутри потом проклею термоклеем. Вот что у нас с вами получается. Вот такая середина, а к ней будут уже с двух сторон вот так крепиться наши. Теперь нам нужно будет наши боковушки приклеить к вот этим вот сторонам нашей будущей шкатулки. Я приклеивать буду с помощью термоклея. Ровно выставляем и приклеиваем. И вторую сторону мы делаем точно так же. Все, приклеили. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мне нужно будет ровненько выставить нашу шкатулку, все стороны ровно, и отрисовать наше дно. То есть я буду приставлять на картоне ровно прям и отрисовывать по контуру нашу полностью шкатулку. Сейчас расскажу вам, как удобнее сделать так, чтобы каркас выставить ровно. Потому что выставлять его без приклеивания, он гуляет. И невозможно выставить, чтобы ровно отрезать нам наше дно. Я приставила к картону нашу заготовку и начинала вот с одной стороны. Выровняла две детальки. Изнутри, вижу, что ровно, изнутри приклеила. Прям к картону приклеила нашу заготовку. Сначала одну часть, потом выравнивала, чтобы ровненько стояли вот эти вот наши две части. Одну выровняла, приклеила, подождала, приклеилась, следующую так. В общем, я сразу выравнивала на картоне нашу вот эту вот заготовку. Теперь она приклеилась, ровненькая. И я спокойно могу отрисовать, вот ручкой буду отрисовывать, спокойно отрисовываю, как мне вырезать дно.
И уже прям так вот с приклеенной заготовкой буду аккуратно вырезать дно. Все отрисовала. Теперь беру вот такой вот ножичек и аккуратненько вот по контуру, где отрисовала, я начинаю прорезать наше дно. У кого нет такого ножичка, вы можете таким ножом аккуратно все это вырезать. Сейчас по контуру полностью вырежу, и мы продолжим. Все, ребят, вырезала. Вот что у нас с вами получилось. Сейчас изнутри закреплю термоклеем, промажу полностью все стыки. Не забываем про наши боковые. Сюда мы пистолетом не попадем, поэтому тут мы снаружи проходимся. Вот так. Ребят, а чтобы наплывы вот эти не оставались от нашего клея пистолета, носиком вот так вот равняем, чтобы не было больших наплывов. Вторую часть точно так же. Все, готово. Вырезала 2 заготовки. Это наша будущая крышка. Вот так вот. Сверху будет эта крышка. Теперь мы их склеим между собой, эти 2 заготовки. Склеивать буду с помощью полимерного клея. У меня такой полимерный клей. У вас может быть какой-то другой. Можно склеить и клеем ПВА. Но полимерный клей даст в этом случае меньше вероятности, что картон сильно поведет. В клее ПВА содержится вода, то есть он у нас начнет вести картон. А вот в полимерном клее воды нет, поэтому лучше всего склеивать полимерным клеем. Все, смазали клеем. Теперь укладываем нашу вторую часть заготовки и вот так вот растираем клей между собой по поверхности, чтобы промазалось все внутри. Затем выравниваем все. И сейчас уложу на полчаса, на час под ровную поверхность, под пресс, чтобы нигде не повело картон. Пускай все это приклеится. Все, ребятушки, склеилась наша крышка. Вот она. Теперь нам нужно вырезать еще 2 заготовки, но на полсантиметра меньше, чем предыдущие. Каким образом будем это делать? Также представляем нашу заготовку, обводим опять нашу заготовку. Все, отрисовали. Теперь берем линейку и вот так вот по периметру всему проходимся линейкой. Вот так по всему периметру на полсантиметра меньше мы отрисовываем. Все, отрисовала на полсантиметра меньше. Сейчас я ее вырежу, затем приложу уже вырезанную и еще раз отрисую. У меня получится 2 заготовочки на полсантиметра меньше, чем были у нас на крышке. Все, вырезала 2 детали. Вот они. Сейчас мы склеим их между собой. Но перед тем, как склеивать, вот видите, я уже тут наброски сделала. Прикладываю одну детальку вот к листу бумаги и отрисовываю ее. Все, закончили. Сделаю здесь на листе бумаги вот такие вот отрисовки. То есть мы заканчиваем круг. Вот так вот. От руки, ребят, все. И здесь то же самое. А середину мы на 1 сантиметр делаем меньше. То есть вот так вот примерно. Вот так вот отрисовываем. А теперь вырезаем вот этот круг и вот эту середину мы вырезаем. Все, вырезала я.
Это будут у нас шаблонами. Сейчас нам нужно будет вырезать из такого же картона 2 штуки таких, 2 штуки таких и 2 штуки таких. Будем прикладывать наши шаблоны на картон, отрисовывать и вырезать. Ну все, вырезала 2 детали такие и по 2 детали такие. Вот они. Сейчас склеиваем между собой все и нашу верхнюю крышку склеиваем. И вот эти вот детали тоже между собой все склеиваем. Приклеивать буду на полимерный клей. Все, склеились все наши детальки. Теперь будем приклеивать 2 части нашей крышки и уже верхние детали. Вот так вот. Сейчас полностью этот бутербродик мы с вами склеим. Так, ребят, крышка наша склеена. На этом шаблоне я нарисовала вот такой овал. Это у нас здесь наверху будет. Нам нужно будет из картона вырезать сейчас этот овал и 3 штуки из картона отрисовать и вырезать вот таких овалов. И круг, тот, что у нас вот здесь был шаблон, я сделала на полсантиметра меньше, уменьшила и отрисовала. То есть нам нужно будет по 2 штуки круг на полсантиметра меньше, чем вот этот. Сюда 2 и сюда 2. А сюда 3 такие заготовки. Ну все, вырезала. 3 детальки у нас пойдут сюда, в середину. И по 2 детальки у нас сюда пойдут на края. Сейчас склеиваю между собой все это и приклеиваю сюда. Итак, крышку мы с вами сделали. Все приклеила. Теперь занимаемся дном. Опять приставляем нашу заготовку. Обводим ее. Все, обвели. И увеличиваем ее на полсантиметра вот сюда вот. 0,5. То есть немножечко больше ее делаем на полсантиметра. Отмечаем по всему периметру полсантиметра. И полностью обводим ее. Итак, нарисовала я наше дно. Вот что у нас получилось. Значит, нам нужно вырезать с вами 2 детали, 2 штуки с отступом вот сюда 0,5 сантиметров. И 2 детали с отступом 1 сантиметр сюда. Вот по 2 штуки вырезаем такие детали. Все, ребят, вырезали мы с вами. Вот 2 детальки 0,5 сантиметров. Чуть больше, и 2 детальки на 1 сантиметр больше. Теперь склеиваем между собой каждые 2 детали. Склеились между собой все детальки. Теперь мы сначала приклеиваем к дну меньшую по объему деталь. Приклеим. А затем приклеим большую по объему деталь. Вот так вот бутербродик сделаем. Ну все, склеили мы полностью нашу заготовку шкатулки. Вот что у нас получилось. Это крышка, это дно. Теперь нам нужно будет обклеить все это, верхушку здесь вот обклеим салфетками. И низ тоже салфетками. А вот эту середину мы обклеим с вами бумагой от картона. Ну, кто-то может обклеить бумагой от газет. Но перед тем, как мы будем обклеивать салфеткой и бумагой нашу заготовку, мы ее должны обработать лаком. Я буду обрабатывать акриловым лаком. У меня вот такой. У вас может быть какой-то другой, но акриловый лак. Для чего? Впоследствии, когда мы будем с вами обклеивать бумагой и салфетками, это картон. Картон впитывает в себя влагу. Приклеивать мы будем на клей ПВА. ПВА на водной основе. Соответственно, картон потянет воду и может деформироваться. Чтобы этого не произошло, ребят, сначала мы полностью обрабатываем нашу шкатулку акриловым лаком. Акриловый лак высохнет, даст пленочку, которая не позволит картону тянуть в себя влагу и тем самым не даст ему деформироваться. Просто беру кисточку, лак и начинаю полностью обрабатывать нашу заготовку акриловым лаком. Сильно тоже не смачивайте. Не надо прям, чтобы сильно мокро все было. Слегка вот.
Иначе картон и от лака потянет влагу, и тоже может деформироваться. Поэтому стараемся вот так растягивать лак. Можно будет дать вторым слоем. Вот первый слегка нанесли, подзакрыли поры картона. А вторым, уже когда высохнет первый слой, можно будет еще раз пройтись, чтобы уж наверняка все запечатать, все бумажные поры, и не бояться, что картон начнет тянуть влагу. Не забываем про торцы. Вот это все обрабатываем. Все, сейчас обработаю лаком. Вверх, все торцы, эту сторону обратную. И на шкатулке то же самое. Внутри ничего не нужно делать. Только вот эти части мы все обрабатываем лаком. И даем высохнуть. Так, все, высохли наши заготовки, обработанные лаком. Теперь, ребят, прежде чем мы начнем обклеивать салфетками нашу заготовку, мы должны будем сделать еще один шаблон нашей крышки. Представляю крышку нашу. У меня не хватило листок формата А4. Я немножечко оторвала и скотчем тут дорастила. Укладываю крышку и обвожу ее по периметру полностью ручкой. Все, обвели. Вот что у нас с вами получилось. Теперь вырезаем полностью наш шаблон. Ребят, для чего мы это делаем? У нас на обратной стороне крышки будет приклеиваться тоже по форме нашей крышки картон, только немного меньше в размерах. Крышка на шкатулке, она будет не на петлях. Я никогда не делаю на шкатулках из картона петли, потому что они все равно не будут держать. Какое-то время они подержат, но со временем их все равно вырвет. Поэтому я этого не делаю. Я делаю просто съемные крышки. Так дольше прослужит шкатулка, и никаких казусов у вас тут не случится. Так вот, чтобы крышка у нас ровненько вставала на шкатулку, здесь чуть меньше диаметра мы вклеим картон также по размеру нашей крышки. Здесь у нас будут вот так вот вклеиваться части картона. Вот так вот. То есть там, где перемычка, вот для этого мы отметили перемычку. По ходу работы вы потом поймете. И сюда также меньшего размера мы будем вклеивать картон. Сейчас, ребят, на нашу шкатулку, на нижнюю часть, вот сюда вот по периметру мы полностью приклеим бортики. Бортики я буду делать из переплетного картона. У меня вот такой переплетный картон. Толщина его 1,5 миллиметра. Значит, бортики шириной у нас будет 5 миллиметров. Сейчас отмеряю полсантиметра, провожу линию. И уже по размеру наших стенок шкатулки буду отрезать полоски бортиков и приклеивать. Здесь у нас нужно будет по нашему шаблону мы также будем прикладывать, отрисовывать вот полукругом, вот так вот, до этой части, где мы обозначили, у нас идут перемычки. Вот так вот будем отрисовывать. И также в полсантиметра толщиной мы будем вырезать бортики для наших боковых частей. Все, вырезала я полоску 0,5 сантиметров шириной. И вот сюда вот полукруглые полоски тоже по 0,5 сантиметров шириной. Вот здесь вот у нас будут приклеиваться также бортики. Но это будет в последнюю очередь. Сначала мы с вами оклеим верх. Каким образом? Вот я буду вот так вот прикладывать полоску нашу. Приложила к углу, к одному, к другому. Вырезать полоски мы будем под углом. То есть мы уголочек вот так вот отрисовала, отрезала. Вот. Следующий у нас также будет под углом резаться. Здесь под углом, чтобы у нас бортики все очень аккуратно встали, чтобы было аккуратно и красиво. Здесь также мы под углом. Вот что у нас с вами получилось. Приклеиваем. Следующий прикладываем прямо на уголок и отрисовываем, как у нас идет угол, чтобы у нас все углы сошлись. Вот так вот. Отрезаем. Смотрим.
Вот он встал здесь. Приклеиваем. Все, приклеили. Следующую также приставляем, накладывая чуть-чуть на бортик, чтобы у нас угол сошелся. Здесь у нас углы не 90 градусов, поэтому мы смотрим и отрезаем так, чтобы у нас все было ровно и красиво. Здесь угол выводим. И вот так вот по кругу, полностью выводя углы, мы обклеиваем наши бортики. Все, приклеила я бордюрчики. Вот что у нас получилось. И покрыла на один слой лаком акриловым. Высохло все. Теперь мы с вами будем обклеивать нашу заготовку салфетками. Сначала будем обклеивать крышку. У меня вот такие салфетки, обычные салфетки для рук, бумажные. Я порезала их на квадратики. И теперь с помощью клея ПВА, сюда я налила клей ПВА и немного разбавила водой. Работаю я ПВА столярным, либо супер. Сегодня у меня вот такой клей столярный. Взяла на пробу. Очень хорошие отзывы были. Вот теперь пробую. Густой такой, вроде неплохой. Значит, налила этот клей в баночку, разбавила немножко водой. И теперь с помощью кисточки мы будем оклеивать нашу заготовку. Промазываем вот так вот клеем. Берем квадратик нашей салфетки и вот таким образом проклеиваем. Следующий и чуть-чуть внахлёст на предыдущий укладываем, выравниваем, загоняем. Следующий опять внахлёст на предыдущий укладываем. Все выравниваем. Вот таким образом сейчас полностью все обклею. Сначала мы внизу обклеим, потом перейдем наверх. Вот здесь все обклеим. Наши кругляшки обклеим. И затем уже перейдем на шкатулку. Вот эту нижнюю часть мы тоже обклеим все салфетками. Здесь мы с вами будем обклеивать бумагой от картона. Но это я все покажу. Сначала обклеиваем все салфетками. Я думаю, здесь понятно. Внахлёст мы все полностью, все вот эти торцы обклеиваем. Здесь тоже прокладываем салфетки. Все, заготовка наша высохла. Значит, здесь я все обклеила салфетками, они высохли. Здесь по срезам тоже прошлась салфетками. Теперь будем обклеивать бумагой. Я буду обклеивать бумагой от картона. Вот, у меня трехслойный картон. Я его пробрызгиваю с помощью пульверизатора водой, а потом разделяю на все 3 слоя. И все эти 3 слоя я использую в обклейке. Почему бумага от картона, а не газеты? Бумага от картона, она очень жесткая, она прочная. И она дает нам очень прочное и жесткое покрытие вот здесь вот на наших заготовках из картона. Намного жестче и надежнее, нежели мы будем обклеивать газетами. Ну, кто как привык, ребят. Вот я работаю бумагой от картона, значит, и буду я обклеивать этой бумагой. Вы уже обклеиваете кому чем удобно, кто чем хочет. Значит, все то же самое. Берем клей. Здесь я уже нарезала кусочками бумагу от картона и сбрызнула ее обязательно водой, потому что сухая, в сухом виде она очень жесткая. Видите? Она неподатливая и очень тяжело будет сухой бумагой обклеивать заготовку. Поэтому всегда перед работой я сбрызгиваю ее водой. Бумага становится мягкой и уже спокойно я обклеиваю. Вот таким образом. Укладываем чуть-чуть внахлёст друг на друга. Вот так вот. Следующие внахлёст опять укладываем, выравниваем. И вот таким образом внахлёст друг на друга постепенно по всему периметру я обклею нашу заготовку. Все, ребятушки, обклеила всю заготовку нашу. Вот она высохла. Значит, на этом первая часть наша заканчивается.
Во второй части мы с вами будем делать ножки для шкатулки и украшать ее.